Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня делюсь результатами своего эксперимента. Сегодня делаю берет на весну. Дно использую технику валяния, технику Crazy Wool. Украшаю вышивкой, остальное свяжу крючком. Делаю основу для берета. Первый слой выкладываю кардачос. Для тех, кто не знает, это шерстяная вата. Делала без заготовки, потому как планировала вырезать основу, а обрезки использовать для украшения. По площади выкладываем вату примерно в 1,4, в 1,5 раза больше размера предполагаемого дна, потому что шерсть дает усадку. На этот слой буду выкладывать несколько слоев шерсти в ленте. У меня готовая основа получилась очень тонкая, потому что я выложила мало слоев. Толщина раскладки общая должна быть где-то 2,5 фаланги пальца. Но я украсила пробелы листьями из обрезков этого же полотна, и получилось очень даже интересно. Я пересмотрела много видео, собирала информацию о выкладке шерсти и в своем случае решила выкладывать слои перпендикулярно, чтобы полотно меньше растягивалось. Готовое. При выкладке я старалась, чтобы каждая последующая прядь заходила на предыдущую прядь. И пряди стараюсь выкладывать от себя короткими кончиками. То есть короткие кончики – это те, что у меня в руке находятся. Первый слой я выкладывала вертикально, а вот второй слой выкладываю горизонтально. Вот третий слой опять вертикальными штрихами. Для того, чтобы полотно было более плотное, потребуется, конечно, большее количество слоев шерсти, чем у меня. Я сделала очень тонкую подложечку. Последний слой выложила по диагонали для красоты. Теперь все поливаю водой, накрываю сеткой и буду разглаживать. Разглаживаю поверхность во всех направлениях. Сначала медленно, нажим будем постепенно увеличивать. Старалась примерно по 100-200 раз на одном месте проглаживать поверхность. Когда волокна шерсти уже схватятся, то можно будет перевернуть на другую сторону, и те же самые движения будем повторять с другой стороны. Вот я переворачиваю на другую сторону и начинаю уже приглаживать с этой стороны. Также стараюсь проходить на каждом месте по 100-200 раз. Здесь, я думаю, могла бы с этой стороны также выложить шерсть слоями, полотно получилось бы толще. Но получилось как получилось. В общем, результатом я осталась все равно довольна. И вот так проглаживала и переворачивала с одной стороны на другую до тех пор, пока полотно у меня не уменьшилось в размере, пока шерсть хорошо не схватилась. Волокна шерсти хорошо сцепились друг с другом.
скатала в рулон и также прокатывала. Потом еще прокатывала на полотенце. То есть все процедуры делала до тех пор, пока у меня вся вода не вышла и полотно стало более плотное. Здесь я выкладываю цветы. Делаю лепестки, выкладываю уже на схватившейся поверхности. Тоже их также буду поливать раствором. Раствор готовила 1-2 столовые ложки на литр воды. Брала фейри. Жидкость для мытья посуды. Ну, здесь стебельки выкладываю. Добавлю яркие оттенки. Смешала такой ярко-бирюзовый цвет с черным. Помешала эти волокна и порезала на поверхность. Все проливаю мыльным раствором. Также накрываю сеткой. И будем проглаживать до тех пор, пока не приваляется рисунок. Вот такое полотно у меня получилось в результате. Здесь есть вот просветы, их я закрыла обрезками, вырезала листья, закрыла обрезками. Сейчас я проглажу для того, чтобы лучше смотрелось полотно. Проглаживаю через марлю. После этого вырезаю нужный мне диаметр, вырезаю из обрезков листья. И между слоями пергамента это все прострачиваю квадратами. Ширина квадрата 1,5 сантиметра. Прострачивалось у меня хорошо. Сначала я всю поверхность прострочила, но потом все-таки решила цветочек освободить. Потом оторвала бумагу. Вот получилось у меня такое полотно, которое я решила обвязать. Долго подбирала цвет. Здесь вот я показала бежевым цветом, но потом все-таки остановилась на серо-голубом.
Вышивку сделала самыми простыми стежками. Тут использовала узелки в основном. Дырочки в полотне сделала тоненьким крючком изначально. Старалась сделать отверстие где-то по полсантиметра. И вот в каждое это отверстие провязывала по 2-3 столбика без накида. Почему по 2-3? Потому что, чтобы выровнять полотно, вот потребовалось так сделать. После обвязки этого ряда полотно еще раз прогладила. Следующими двумя рядами также выравнивала полотно. В этом ряду у нас арки из 3 воздушных петель, 3 воздушные петли. Пропускаю на основании 2 или 3 петли и провязываю столбик без накида. В итоге таких арок у меня получилось 42. Следующий ряд обвязывала арки столбиками без накида. По 3-4 столбика без накида. Тоже смотрела, чтобы у меня не перекашивалось полотно. Следующие 4 ряда вязала одинаково. Также у меня сначала шел ряд арок из 3 воздушных петель над аркой предыдущего ряда. И в каждую арку потом обвязывала по 2 столбика без накида. То есть дальше уже ничего не меняла. На 42 арках из 3 воздушных петель провязывала по 2 столбика без накида. Далее 5 рядов полустолбиков и обвязка. Можно обвязать рачьим шагом, а можно вот как я обвязывала. Вводим крючок и потом 2 петли оборачиваем рабочей нитью, провязываем вместе. Вот такой берет у меня получился. Сейчас померяю диаметр. Диаметр получился 26,5 сантиметров. Вязаная часть 5 сантиметров получилась резинка из полустолбиков. Ну, как резинка. Ряды полустолбиков и 5 сантиметров арки. Всего 10 сантиметров вязаная часть. Вот эта часть получилась с изнанки, и ее я прикрыла, вязала круг из хлопка, и потом буду пришивать просто. В скользящую петлю 12 столбиков с накидом, то есть вместе с петлями подъема 12 столбиков.
В скользящей петле у нас 12 столбиков с накидом. Теперь стягиваю нить и закрываю ряд соединительным столбиком. Первый ряд готов. Во втором ряду сначала делаю 3 воздушные петли подъема. Здесь в каждый столбик предыдущего ряда буду провязывать по 2 столбика с накидом. То есть, если в первом ряду у нас было 12 столбиков с накидом всего, то во втором ряду у нас получается 24 столбика с накидом. Третий ряд. Продолжаем делать прибавки. 3 воздушные петли подъема. В следующую петлю провяжем 2 столбика с накидом с общим основанием. И будем чередовать столбик с накидом одиночный в следующую петлю основания. Провязали. В следующую петлю основания 2 столбика с накидом с общим основанием. Так и чередуем одиночный столбик и 2 столбика с накидом с общим основанием. Вяжем так до конца ряда, закончим ряд соединительным столбиком. В этом ряду между прибавками у нас получается 1 столбик. Заканчиваем ряд соединительным столбиком и приступаем к следующему ряду. 3 воздушные петли подъема. В этом ряду у нас между прибавками будет по 2 столбика с накидом. Вот провяжу в следующую петлю столбик с накидом, а в следующую петлю провязываю 2 столбика с накидом с общим основанием. Так и будем чередовать. Постепенно в каждом ряду последующем будем увеличивать количество столбиков между прибавками. Здесь у нас 2 столбика с накидом между прибавками в этом ряду. В следующем будет 3 столбика с накидом между прибавками, 4 в следующем и так далее, до тех пор, пока мы не достигнем нужного нам диаметра. Этот круг потом подошью внутрь берета вручную. Вот такой берет получился у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!